Привет, друзья! Сегодня начнем с темы, которая в Германии вызывает горячее обсуждение. Как вы думаете, почему реконструкция одной военной базы неожиданно стала стоить почти в 2 раза дороже? Речь идет о Бюхель. Именно здесь должны разместить новейший истребитель F-35. И вот свежие данные. Вместо 1 миллиарда 200 миллионов евро проект может обойтись уже почти в 2 миллиарда. Что же стало причиной? Власти объясняют это строгими требованиями и сжатыми сроками. Ведь переносить дату прибытия самолетов не планируют. И это только начало. Позже в видео я расскажу, каким последствиям может привести эта модернизация и какие новые споры она уже вызвала внутри государства и за его пределами. Итак, Федеральное министерство обороны Германии подтверждает, переоборудование авиабазы Бюхель под F-35 для ядерной миссии НАТО обойдется, как я сказал, почти в 2 миллиарда евро. Это рост бюджета на целых 800 миллионов выше изначальной оценки. По словам официальных представителей ведомства, высокая стоимость напрямую связана с экстремальными требованиями по безопасности и жесткими сроками, которые регламентирует проект. Задержка недопустима, ведь время размещения F-35 на базе запланировано, внимание, на 2027 год. Для справки, Бундесвер уже заказал 35 американских истребителей F-35, и, внимание, эти самолеты должны иметь возможность нести ядерное оружие и участвовать в стратегической обороне Альянса. Средства пошли на комплексную модернизацию инфраструктуры, укрепление ангаров, усиление координации, систем безопасности, установку нового оборудования. На фоне этого модернизация становится не простым ремонтом, а масштабной строительной операцией. Уже говорится, что это не окончательная сумма, возможны новые расходы, если возникнут новые требования или, например, усиление персонала для соблюдения графика проекта. А дальше противоречия между Германией и Европейским Союзом набирают обороты. Фридрих Мерц вновь оказался в центре внимания, на этот раз из-за громких слов о планах бюджета Евросоюза. Он заявил публично, предложенный президентом Еврокомиссии бюджет вызывает серьезные сомнения. По данным европейских журналистов, Мерц считает, что такие масштабы финансирования без жесткого контроля лишь размывают ответственность. Он глубоко скептичен. Вклад Германии должен быть транспарентен, иначе риски слишком велики. По мнению Фридриха Мерца, комиссия предлагает слишком свободную финансовую модель, и он открыто говорит, цитата, «Брюссель должен объяснять, как будут расходоваться эти сотни миллиардов». Со своей стороны ЕС настаивает, что новый бюджет необходим для инвестиций в цифровую трансформацию, зеленые инициативы и устойчивость экономики, но Германия тормозит. Этот конфликт отражает более глубокий раскол. Мерц позиционирует себя как защитник интересов сборных средств, вступая против политики открытых чеков. Его позиция вызывает волну обсуждений. Одни видят в ней прагматичность, другие – нежелание участвовать в амбициозных проектах Союза. Но факт остается. Финансовые разногласия между немецкой администрацией и Брюсселем стали очевидной проблемой внутри политики Европейского Союза. Следующая новость о противостоянии одной из стран Европейскому Союзу. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также заявил, что не поддержит следующий многолетний бюджет Европейского Союза 2028-2034, пока ему не будут разблокированы задержанные средства, доступ к которым ограничен из-за несоответствующим условиям верховенства права. Он сообщил, что страна получила лишь половину от обещанных примерно 12 миллиардов евро, а оставшиеся средства остаются замороженными. Одобрение бюджета требует единогласного решения, и он готов применить право вето. В плане нового бюджетного цикла около четверти средств, примерно 278 миллиардов евро, выделяется в поддержку внешнего партнера, а значительная часть на сельское хозяйство и регионы. Также отмечается рост повестки финансирования в сферах безопасности и конкурентоспособности. Однако предложенный план подвергся резкой критике за отсутствие стратегической основы, снижение поддержки фермера и чрезмерную бюрократию. Еврокомиссия намерена усилить механизм так называемой умной условности, то есть этот доступ к средствам будет зависеть от соблюдения демократических стандартов и требований верховенства права.
В частности, программный блок регионального партнерства станет более важной частью бюджета, и недостатки в области правосудия могут привести к приостановке вообще выплат. Группа депутатов Европарламента призывает к полному прекращению финансирования страны, указывая на недостаточный прогресс в правовых реформах и угрозу финансовым интересам Европейского Союза. Ранее уже было разблокировано, я напомню, лишь 10-12 миллиардов евро, при этом остается около 18 миллиардов замороженные. Такая позиция становится нарастающим источником напряженности. Венгрия стремится к разблокировке средств, но одновременно заявляет о готовности блокировать бюджет Европейского Союза, если не будут учтены его требования к перераспределению средств и условиям финансирования. А теперь финансовые новости Германии, в частности, что происходит в банковском секторе. Во втором квартале 2025 года Deutsche Bank достиг уровня прибыли до налогообложения в размере, внимания, 2,4 миллиарда евро. Это самый высокий показатель с 2007 года. Для сравнения, в аналогичные периоды 2024 года прибыль составила лишь около 400 миллионов евро, что стало возможным благодаря освобождению от резерва в размере 85 миллионов евро вместо прошлогодних списаний на 1,3 миллиарда евро по делу Постбанк. Соответственно, акции банка выросли примерно на 6%, достигнув отметки около 28 евро за акцию, что стало максимальным значением с 2015 года. Руководство Deutsche Bank выразило уверенность в достижении финансовых целей на 2025 год и намерение дальше наращивать возврат капитала для акционеров. Интересно то, что почти все подразделения Deutsche Bank, за исключением розничного, превысили целевой уровень доходности на собственный капитал на 10%. Инвестиционный банк продемонстрировал сегодня сильные результаты. Доходы от операций с облигациями и валютами выросли на 11%, чему способствовала нестабильность рынка, вызванная неопределенностью торговой политики Соединенных Штатов Америки во втором квартале. С финансовой точки зрения банк остается нацеленным на достижение годового дохода в размере 32 миллиардов евро. Несмотря на негативное влияние сильного евро и ослабление доллара, руководство рассчитывает выполнить этот показатель как в валютном пересчете, так и в фактических цифрах. Теперь давайте посмотрим на бизнес Германии, особенно на автомобильный рынок и развитие электромобилей. В первом полугодии 2025 года мировые продажи чисто электрических автомобилей выросли до более чем 5,9 миллиона, это на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Годом ранее рост в целом за год составил лишь, напомню, около 14%. В Европе также наблюдается восстановление спроса. Продано примерно 1,2 миллиона электрических автомобилей. Это рекордный показатель для первой половины года. Рост составил около 25%. На ускорение повлияли также ужесточенные нормативы по выбросам СО2. Однако интересно то, что континент теряет долю на общем рынке, так как другие регионы развиваются значительно быстрее, особенно Азия, где, например, продажи увеличились на 47%, достигнув примерно, внимание, 3,7 миллиона машин. По данным производителей, автомобили из региона оказались в менее выгодной ситуации. В Азии их продажи сократились на 32% по сравнению с первым полугодием предыдущего года. При этом в Европе автокомпании смогли значительно увеличить объемы реализации. На третьем месте по объемам новых регистраций находится, кто правильно, Соединенные Штаты Америки. Около 592 тысяч электромобилей. Это рост всего на 7% в годовом выражении. Эксперты отмечают, несмотря на растущий спрос, остается неопределенность относительно дальнейшей стратегии. Превалировать ли полностью электромобилем или параллельно развивать два направления, сохраняя издержки и инновационные ожидания. От рынка инвесторов уже ждут финансово устойчивых бизнес-моделей после этапа инвестиций. Также подчеркивается риск зависимости от зарубежных поставщиков ключевых материалов, таких как литий и редкоземельные элементы, постепенно становятся стратегической уязвимостью. Эксперты призывают наладить собственные производственные цепочки и диверсифицировать поставки для повышения обеспечения устойчивого спроса в долгосрочной перспективе.
Теперь экономические новости Германии. Я уже вам рассказывал в 2 предыдущих видео о том, какие заводы закрываются в последний месяц и какие предприятия планировали массовое сокращение сотрудников. Но теперь появились первые признаки улучшения ситуации. Итак, несмотря на финансовые трудности у компании Nordvolt, планы по строительству крупной батарейной фабрики в районе Хайде сохраняют свою поддержку. Региональный премьер-министр заявил, что остается убежденным, запуск производства аккумулятора возможно осуществить к 2029 году. Он считает площадку промышленно развитой и стратегически подходящей для такого проекта. Я напомню, что Nordvolt объявил о финансовом кризисе и подал заявление о банкротстве в Швеции, однако строительство на объекте приостановлено не было. Дальнейшие шаги зависят от решения судебного управляющего. Более того, имеется сообщение о заинтересованности нескольких потенциальных инвесторов, включая офферы на приобретение компании или участка завода. Тем временем экономист из института в Киеле выразил сомнение. Он считает, что догнать конкурентов в массовом производстве мощности батарей уже невозможно без значительных субсидий, и проект Nordvolt, по его мнению, оказался под серьезной угрозой. В то же время власти региона подчеркивают, что вложенные сотни миллиардов евро включают гарантии от государства и одобренные международные средства, и ведется работа над минимизацией возможных убытков. Представители коалиции в земельном парламенте сейчас инициировали проверку информации о принимаемых решениях и финансировании. Проверки проводятся по заявлениям о некорректном информировании депутатов при принятии ключевых решений по проекту. Чиновники заверяют, что площадка уже подключена к инфраструктуре и активные шаги по развитию продолжаются. В приоритете остается создание производства с тысячами рабочих мест и стратегически важной технологии. Это производство батарей способно обеспечить независимость и привлекательность региона в долгосрочной перспективе. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.